последних 500 лет. They had their beginning recently. Большинство из них начались не так давно. The Catholic Church Католическая церковь goes back to 606. была основана в 606 году. Boniface Бонифаций declared himself universal bishop. объявил себя вселенским епископом. Jesus built his church 600 years before that. Но Иисус построил свою церковь за 600 лет до этого. The terms we have noticed tonight are highly significant. Все те термины, о которых мы сегодня говорили, это очень важные термины. Let's look at them more closely. Давайте еще на них раз взглянем. The term house Вот этот термин «дом» refers to God's family. относится к Божьей семье. He is our Father, Он наш Отец. Jesus our elder brother, Иисус наш старший брат. and in this family we are brothers and sisters. И в этой семье есть и мы, как братья и сестры. And the family of God is united. И семья Божия едина, объединена вместе. Then you think of the kingdom. А далее давайте поговорим о царстве, Jesus is the king. где Иисус царь, We are his subjects. а мы его подданные. He rules in our hearts. Он правит нашими сердцами. And Jesus rules with all authority. Иисус правит полновластно. A king is autonomous in authority. И в своей власти царь ни от кого не зависит. That's why Jesus said, all authority is given to me. И он автономен, и поэтому он говорит, Иисус, вся власть дана мне. Because he's king of the kingdom. Потому что он царь своего царства. In 1 Timothy chapter 6, В первом послании Тимофею, 6 главе, Paul says he's the king of kings. Павел говорит, он царь царей. And then the term church. И далее тот термин церковь, This term reflects Romans chapter 1 or chapter 12. об этом мы читаем в послании к Римлянам, 12 главе. The term church means that we are called out of the world. И церковь, слово церковь обозначает, что мы призваны из мира. We are to be different and separate. И мы должны быть отдельными и должны отличаться. And that's what Paul says in Romans chapter 12. Именно это говорит Павел в послании к Римлянам, 12 главе. Be not conformed to this world. Не сообразуйтесь с сим веком, с веком сим. As the church, Как церковь, we are distinct from the ways, practices of the world. мы отличаемся от того, что практикуется в мире. And then the term body. И дальше термин тело. Jesus is the head, Иисус – голова, and the head gives direction to the body. а голова дает указания всем частям тела. And another thing, И еще кое-что. the members of the body work together. Все члены тела работают одновременно и вместе. When you think about our physical body, Взять, к примеру, наше физическое тело. if we are healthy, Если мы здоровы, every part works together harmoniously. то каждая часть нашего тела гармонично находится в гармоничном содружестве и содействии с другими частями тела. And that's God's plan for his spiritual church, И таков план Бога и на его духовную семью, the spiritual body. на его духовное тело. We are to be loving and we are to be together in peace. Мы должны быть любящими, и мы должны быть вместе и пребывать в мире. Ну, как бы мирно сосуществовать. When we think of the term temple that is applied to God's people, Когда мы говорим, когда мы произносим такой термин, как храм в отношении Божьего народа, this refers to the fact that we are a people who worship. это относится к тому, что
мы тот как раз народ, который поклоняется Богу. The Old Testament temple, Ветхозаветный храм it was the place of worship. был местом для поклонения. That was a physical place. Это было физическое место, Now there is a spiritual temple. но на сегодня есть духовный храм. And that spiritual temple suggests to us we are to worship God. И этот духовный храм, суть его в том, чтобы мы поклонялись Богу. In John chapter 4, В Евангелии от Иоанна, 4 главе, the woman at the well and that discussion Jesus had with her, когда женщина разговаривала с Иисусом, или он разговаривал с ней, Jesus said, "Thou shalt worship." Иисус сказал: вы будете поклоняться. As the temple of God, Как храм Божий, we are designed to offer praise to Him. мы устроены так, чтобы прославлять Его. But again, when you think about all of these expressions relating to God's people, Но опять-таки, любое из вот этих слов, этих терминов, there is a matter of unity. когда мы на них смотрим, мы видим одну черту, и это единство. And there is the significant singularity. И в значительной степени мы замечаем, что это такие понятия в единственном числе. In 1 Corinthians chapter 1, В первом послании к Коринфянам, 1 главе, Paul says to the church at Corinth Павел говорит церкви в Коринфе, that they should all speak the same thing, что они все должны говорить одно, they should be of the same mind, что они должны иметь одни мысли and the same judgment. и одно суждение, And he says, одинаково рассуждать. И он говорит, there should be no divisions among you. он говорит, да не будет разделения между вами. And if we follow the truth of Jesus Christ, Если мы следуем за истиной Иисуса Христа, there will be unity то будет и единство, in the one fold, и будет одно стадо, in the one body, и одно тело, in the one church, и одна церковь, in the one kingdom. и одно царство. And all of these expressions refer to the people of God, И всеми этими словами можно описать Божий народ, just from a different perspective. просто с разных сторон. So it is an interesting thing to observe Так что это очень интересное изучение, интересное наблюдение. the Old Testament prophets Ветхозаветные пророки and the work of Jesus и дела Иисуса fit together perfectly. подходят друг другу идеально. Peter says Петр говорит in 1 Peter 1:21, в первом послании Петра, 1 главе, 21 стихе, holy men of God «Святые Божии, spake as they were moved by the Holy Spirit. святые люди Божии говорили, когда они были движимы Святым Духом». And that's why their message И поэтому их послание agrees altogether находится в согласии with the work accomplished by Jesus. с той работой, которую осуществил Иисус. Спасибо. 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 Номер 12 желтых.